Вечер добрый. Я вас приветствую. Надеюсь, меня и слышно, и видно. Мы на двух платформах. Одна YouTube, вторая VK, ОВК. Сегодня на русском языке. Я немного простужен, поэтому буду стараться вас не заразить. Как обычно, вопросы вы задаете в текстовом режиме. Я на них отвечаю голосом. Одну секунду, я проверю микрофон. Достаточно ли громко он меня записывает? Да, достаточно громко. Вы пишете вопросы на русском языке. Я пытаюсь ответить максимально откровенно и полезно. Вопросы было бы здорово, если бы касались управления программными проектами и командами, которые их разрабатывают. Возможно, архитектуры программных проектов, это тоже интересно. Возможно, объектно-ориентированного программирования. Возможно, карьерного роста. Эти вопросы вас беспокоят с завидной постоянностью, завидным постоянством. Ну и вообще о жизни, о философии тоже будет интересно поговорить. Итак, поехали. Первый вопрос. Как относитесь к тулам для заметок по типу Notion и Obsidian? Многие программисты используют их для создания собственных баз знаний. Используете ли вы что-то подобное и считаете ли что это полезно? Вы знаете, я пробовал много раз использовать какие-то заметки, планировщики, календари. У меня это получается очень плохо, потому что если даже не на короткое время оставить этот механизм планирования в покое и не заниматься планированием, то он приходит в состояние негодности, и его нужно восстанавливать, всю эту картину плана. И на это тоже нужно тратить время. У меня не получается. Я просто использую заметки в телефоне и в компьютере, и в эти заметки у меня есть буквально пару страниц. В одной странице это то, что нужно сделать сегодня, завтра и в ближайшем будущем. В одной страничке какой-то глобальный план на несколько лет вперед. Ну и какие-то заметки такого свойства. Я, к сожалению, не смог научиться пользоваться этими программами. Ну, думаю, что это, наверное, мой недостаток, а не недостаток этих программ. Следующий вопрос. Нет надежды в завтрашнем дне, задает вопрос зритель. Что делать? Я думаю, что не надеждой нам нужно жить, а сегодняшним днем. И надежда, она появится, когда сегодня у вас будет уверенность в том, что вы чего-то стоите, что вы сами себе нравитесь. И надежды ни у кого нет особо, особенно сейчас. Мы особо не на что надеяться. И видно, что ситуация и в мире, и вокруг нас, и по работе, и в финансовом плане, она крайне нестабильная. И совершенно непонятно, что будет через год, через 2 или через 10 лет. Так далеко смотреть в будущее и пытаться какую-то надежду питать я бы не стал. Лучше сфокусироваться на том, что... Ух ты, ё-моё. На том, что происходит сейчас, и на том, какие активности вы можете сейчас совершать для того, чтобы получать удовольствие в течение одного рабочего дня. Я бы постарался на этом сфокусироваться и, как восточные мудрецы или восточная культура нам диктует философию ежедневного совершенствования. Делать каждый день то, что делал вчера, только пытаться сделать это качественнее, сделать это более профессионально. И даже если завтра все это разрушится, и вы станете никем, и потеряете все, это будет завтра. Завтра будем об этом думать. А сегодня старайтесь в течение этого дня стать лучше, чем вы были утром. Чтобы к вечеру вы гордились бы тем, что у вас получилось сделать то, чего еще вчера вы сделать не могли. Или не успевали, или не умели, или не доходили руки, а сегодня сделали. Вот таким ремесленником, что ли, себя ощущаете, который просто трудится ежедневно, выполняя одну и ту же работу. И тогда у вас ощущение счастья будет более стабильным, чем вы будете себя воспринимать владельцем большого длинного жизненного пути и автором какой-то большой судьбы, которую вы должны построить. Очень многое в этой судьбе зависит не от вас. Очень многое в жизни зависит от внешних обстоятельств, и все больше и больше. Так вроде бы это выглядит, что мы все меньше и меньше управляем реальностью, и все больше ей управляет кто-то другой.
Ну вот и бросьте это, не пытайтесь себя видеть долгоиграющим проектом. Относитесь к себе как к проекту длиной в один день. И внутри этого дня совершенствуйтесь. А там будь что будет. Следующий вопрос, здесь на английском я переведу, как логирование имплементировано в EOLang. Это лог-атрибут в каждом абстрактном объекте или это декоратор? У нас нет никакого атрибута специального, который бы был в каждом объекте. EOLang, он очень простой язык, упрощенный, специально упрощенный, заведомо упрощенный, в котором нет практически ничего или вообще ничего нет в объектах. Они имеют только то, что вы написали, то, что вы видите в синтаксисе, то и в объектах присутствует. Поэтому логинг, конечно, должен быть имплементирован через декорирование. Как, мне кажется, и должно быть в правильном объектно-ориентированном программировании. Вы декорируете объект, и он себя логирует. Точнее, не он себя, а декоратор логирует то, что происходит с тем, кого он задекорировал. Следующий вопрос был на вашей лекции вчера. Спасибо большое. Да, для тех, кто не знает, я читаю сейчас лекции в 2 университетах, в Иннополисе и в Вышке, ровно как и в прошлом году, пока университеты те же. Лекция одна на английском, курс один на английском о объектно-ориентированном программировании, второй на тему качества программного кода, он на русском. Приходите, одна лекция в четверг вечером в 6 часов, одна лекция в среду вечером в 6 часов. В Телеграме я буду анонсы каждый раз публиковать. Можете присоединяться, они открыты. Запись хоть и ведется, но я думаю, что публиковать в полном объеме эти лекции я не буду. Скорее всего, сделаю из них какой-то дайджест. Почему? Потому что эти же курсы уже были прочитаны. И уже есть полные записанные версии этого материала. Делать вторую копию, мне кажется, нецелесообразно. Даже хотя, в общем-то, мне кажется, что какие-то места у меня получаются лучше второй раз. Ну и слайды я дорабатываю и рассказываю второй раз, мне кажется, более убедительно. Но, тем не менее, уже выложили первую версию, и, мне кажется, ее заменять или как-то параллельно с ней что-то выкладывать не хочется. И теперь ваш вопрос. Хочу получить сертификат от Oracle по базам данных. Есть ли другие сертификаты, которые бы вы посоветовали? Я бы однозначно советовал бы получить, если из технической сферы, то какие-то IBM-овские сертификаты. У них, мне кажется, одна из самых сильных систем сертификации. Я думаю, что она сильная у IBM, у Oracle, у Microsoft и у Амазона, наверное. Они как будто бы дотягиваются по уровню до Oracle и Амазона. До Oracle и IBM и Microsoft. Вот эти три, я думаю, основные. Cisco еще есть. Cisco, она тоже сертифицирует хорошо, но это немного не в мою тему. Я в этой области не специалист, но знаю, что Cisco сертификаты очень котируются. Выбирайте просто крупные компании, такие основные корпорации, и у них получайте сертификат. Я 2 руками за сертификацию. Не потому, что это ценная бумажка, не потому, что у вас будет зарплата выше из-за нее. У вас, скорее всего, не будет зарплаты выше из-за нее. Но у вас появится много других компонентов в вашей жизни, в вашей работе, которые вы не получите просто так. У вас появится самоуважение. То самое, которого не хватает вот тому зрителю, который спрашивает про надежду на завтрашний день. Вот ему бы нужен сертификат. Он бы почувствовал, что у него есть что-то, чего у него не было вчера. Да, надежды у него нет на завтрашний день, как и у меня. Но сам себя он больше уважает. И больше получает удовольствие от работы, от реализации своих целей. Получайте сертификаты. Ну и, конечно, я бы посоветовал PMP-сертификат всем, кто с менеджментом связан, так или иначе. PMP это, мою жизнь изменил кардинально. Пройдя курс подготовки для PMP и потом получив сертификат, я совершенно по-другому взглянул на мир менеджмента, на мир командной работы. Это как вот время до получения PMP и время после. Очень рекомендую. Следующий вопрос. В какие технологии развиваться мобильному разработчику для увеличения своей компетенции в бэкэнде, для лучшего понимания взаимодействия с серверной частью? Я думаю, что если вы мобильный разработчик, то я бы посоветовал сейчас, если вы действительно хотите понять, как бэкэнд устроен, то обратить внимание на
клауд-технологии, на облачные технологии, которые представляют собой сейчас целый комплект принципов и правил, которых не существовало еще 10 лет назад. И это не о том, как в клауде включить сервер и выключить сервер, а это целые концепции там появились, которые можно, наверное, одним таким зонтичным термином назвать serverless технологии. И вот в ту сторону стоит посмотреть и подумать. Сейчас уже можно многое делать на бэкэнде, не ощущая, что это бэкэнд. В нашем классическом понимании архитектуры фронтенд – это код на JavaScript, и бэкэнд – это код на Java или на Python. И там сервер, а здесь браузер. Вот вроде бы эти времена проходят. Сейчас на бэкэнде уже не сервер, и там не Python. Там могут быть просто какие-то формочки, заполненные в Амазоне или в Google Cloud, которые после своего заполнения и после нажатия нужных кнопок образуют бэкэнд, который куда мощнее, чем эти пайтоновские скрипты, которые были вчера. Знать, как эти кнопочки называются и как их нажимать, это и есть квалификация бэкэндера, как я ее сейчас понимаю. И дальше будет только хуже. Дальше мы будем вместо программирования бэкэнда, мы будем соединять стрелочками и кнопочками нужные компоненты. Вы будете брать базу данных, в нее правильную конфигурацию задавать, потом брать какую-то там лямбда функции включать в Амазоне, потом какую-то очередь настраивать в Амазоне, потом соединять это все через какой-то notification сервис. И все это вместе будет образовывать достаточно сложную конструкцию, в которой вам нужно разбираться, как она устроена. Посмотрите на Amazon внимательно. Amazon Web Services. Они идут впереди всех этих технологий, все остальные за ними следом. Всякие Google, Huawei в том числе, всевозможные Microsoft, Azure. Это все второй эшелон. Первым идет Amazon. Посмотрите на их технологии и попробуйте их изучить, а лучше даже сдать сертификат в итоге, а лучше что-нибудь создать на нем. Сделайте какой-то продукт на Amazon Web Services, используя их ключевые такие новые компоненты. Не то, что ключевые, у них ключевые пока классические, типа S3, типа EC2, типа тех же баз данных, типа DynamoDB. Это все им всем 10-15 лет. Но есть более свежие, например, AppRunner, который запустили, по-моему, в этом году. Это новая тема, которая... Вы наверняка не знаете о том, как она работает. Изучите, посмотрите, и вы увидите, что вам там программировать нужно будет мало, а нажимать кнопки вы будете много. Вот станьте этим экспертом в нажатии кнопок. К этому все идет. Следующий вопрос. В чем смысл жизни для тебя? Задает зритель по имени Тестер. Он, видимо, меня тестирует в том числе. В чем смысл жизни? Я думаю, в творчестве. Это то, что составляет основной интерес в жизни. Смысл – вопрос такой, не имеющий ответа, потому что смысл может иметь только тот, кто создает что-то. Тогда он понимает смысл этого создания. Он создает что-нибудь для того, чтобы. И это означает, что это что-то имеет какой-то смысл для него. Я не знаю, какой смысл в моей жизни для того, кто ее создал. Кто бы это ни был и какие бы силы этим не занимались. Смысл жизни может находиться только за границей жизни. А внутри жизни мы можем говорить только о том, что воодушевляет, что заставляет продолжать жить, что удерживает в границах существования и вдохновляет. Это творчество. Творчество, то есть делать что-то, чего не делал никто. Каждый день, каждую неделю, каждый год пытаться создать то, чего никто в мире никогда не создавал. Это и есть творчество. Как художник рисует картину, он не перерисовывает, он не копирует, а он пытается нарисовать то, чего никто никогда не видел. И в этой уникальности и состоит творчество. В этом творческая работа и заключается. Мне это очень нравится. В какой бы сфере это ни было. То ли это программирование, то ли я пишу код на JavaScript или на Ruby, моем любимом, или на Java. Вот сегодня на Java много писал. И каждый раз, когда пишешь, ты понимаешь, что ты делаешь то, чего никто не делал раньше. А в этом очень много помогает, во многом помогает open source. Я про это говорю, не устаю говорить. Когда вы делаете для открытого доступа, вы неизбежно сталкиваетесь с вопросом, а нет ли такого уже где-то?
Потому что для того, чтобы получить хоть какое-то признание в open source, какие-то звездочки, вам нужно сделать то, чего не существует. Иначе вы не получите ни одной звезды, потому что люди просто будут пользоваться другим, что уже сделано. Когда вы в стол программируете или только на своего работодателя работаете, то у вас нет этого критерия. Вы не знаете, делаете вы что-то новое, кому-то неведомое до этого, или вы просто повторяете то, что сделано уже. Творчество – это новизна. Всегда новизна. Ну и, конечно, признание, некий фидбэк. Просто новизна тоже маловато. Если вы будете просто новое что-то делать, но это никому не нужно, то в таком творчестве, конечно, мало смысла, как вы говорите. Или нужно быть очень, как Ван Гог, очень упертым человеком, который при жизни получил нулевое признание, но продолжал рисовать, какая бы ерунда ни получалась, по мнению современников, все равно человек творит и создает. Ну, иногда чувствуешь себя таким вот Ван Гогом, а иногда нет, а иногда признание приходит прямо сейчас, и люди пользуются, им нравится, они фидбэк оставляют, они имейлы пишут иногда мне, там, благодарят за что-то. Это все составляет вот смысл жизни. Следующий вопрос. Внедряем на работе стандартизированный процесс принятия решений через тикеты. Прекрасно. Как аргументировать руководству, что голосование среди всех членов команды – это плохой способ принятия решений? Ну, знаете, это сложный вопрос, я не знаю. У меня та же проблема. К сожалению, люди доверяют большинству, люди доверяют массе. Где голосов больше, где людей больше, чья толпа крупнее, тот и победил. И очень трудно идти против большинства. Очень трудно сказать, что я прав, а эти 5 человек не правы. У меня на работе это случается сплошь и рядом. Иногда бывает, приходишь к начальству и говоришь, вот нужно делать не так, а вот так, и я вот вам аргументы. Встречный аргумент такой. А почему вот эти 10 человек делают как раньше, и все, и недовольны, и не возмущаются? И это неубиваемый аргумент. Я ничего не могу положить на стол против этого, я просто пожимаю плечами и ухожу. Они спрашивают, почему 10 человек не жалуются? У них все работает, они довольны. А вы вот хотите по-другому. Ну, может быть, у вас проблема. И естественно, наверное, на месте начальства я бы, может быть, даже так же мыслил. Зачем прислушиваться к одному голосу, если есть 10 голосов, и все живы-здоровы, и жизнь продолжается дальше. Никто не гибнет, нет проблемы, нет горящего дома, из которого 10 человек не могут выбраться. И один человек говорит, я знаю, где выход, я знаю, где дверь. Ну, тогда мы к нему прислушаемся. И то, в этом случае, может быть, мы будем скептически настроены. Но в менеджменте количество определяет силу вашу. Сила в менеджменте, сила в количестве. Ну, к вопросу возвращаемся, как все-таки это можно сделать, как аргументировать, что голосование... Ну, сначала нужно попробовать деклассировать большинство людей. То есть привести их формально в состояние людей, не имеющих права голоса. Но сделать это нужно формально. Не неформально, не субъективно сказать, да мы этого балбеса, не надо его слушать, с ним все понятно. Это неформально. Это вы получите, может быть, такую силу на один день. Но завтра этот балбес вернется и что-нибудь придумает, и в итоге вы пострадаете. А вы должны придумать какую-то систему квалификации. Допустим, систему выдачи грейдов людям, систему их оценки. И прогнать всех людей через эту систему. И руководству сказать, что у нас вот мы предлагаем систему квалификационного тестирования персонала. Допустим, у нас будут там левелы, будут левел 1, 2, 3, 4, 5. Чтобы 5 левел получить, человек должен сдать какой-то экзамен, показать какие-то свои результаты определенного свойства. Он должен иметь, я не знаю, там пару статей, может быть, опубликованных, он должен иметь там за прошлый год не менее 50 тысяч строк кода написанных, как-то так. И какие-то формальные критерии. С этой сеткой пойти к начальству и сказать, как насчет такой системы аттестации, вы что думаете? Ну, начальство, скорее всего, скажет, да, почему нет. Потому что пока вы не вредите никому. Вы как будто бы делаете дело хорошее, каждому поставите свою оценку и, так сказать, покажете начальству, кто чего стоит. В общем, каждый будет стремиться расти, вы тоже это начальству сформулируете. Все будет замечательно. Потом у вас получатся эти люди, каждый со своей цифрой на лбу написанной. И тут вы скажете, а давайте мы будем
в процессе принятия технических решений по-разному учитывать голоса людей. Те, у кого 5, у них 10 голосов, те, у кого 4, у них 2 голоса, а у остальных вообще нет голоса. И получается тоже логично. Вроде бы мы же не просто так кого-то не любим, а кого-то любим. У нас есть 5 уровни, и у них, конечно, голосов больше. И тут вы получите дискриминацию, такую правильную дискриминацию на квалифицированные голоса и неквалифицированные. Получится какая-то управляемость этого процесса вам в руки попадет. Наверное, так. Вообще вся аргументация руководства, она должна идти через цифры. Через цифры, причем цифры, которые это же руководство само от вас и просит. Нужно сделать так, чтобы руководство думало, что это ему нужно, что это ему эти цифры нужны. Поэтому сначала пытайтесь предлагать системы какие-то формальные, чтобы руководство подписало это. Но не просто подписало, потому что вы назойливо просили, а чтобы руководство увидело и сказало: да, ой, как замечательно, мы как раз хотим такую формулу, чтобы у нас в компании была. Закидывайте руководству этой идеей и просите от него или предлагайте ему делать какие-то цифровые такие, через цифры. Идите через цифры, наверное, так. Следующий вопрос. Как думаете, технология OSGI еще актуальна или лучше выбрать что-то другое? Да, не знаю. Я, честно говоря, ни разу не пользовался OSGI. Я знаю, что это такое, но у меня это в Java, я так понимаю, компонентные эти механизмы связи компонентов. Я слышал, что ее используют по-прежнему. В нескольких проектах упоминалось. Но я никогда не пользовался. И мне кажется, что это как многое из компонентных технологий, которые предлагали нам какие-то универсальные способы универсального объединения компонентов, они как будто бы не очень взлетают. Потому что программисты каждый по себе, каждый сам считает себя грамотеем. Поэтому у меня 0 опыта, я не могу сказать. Следующий вопрос. Как относишься к full-stack разработчикам в контексте массовой коммерческой разработки? Я уже говорил об этом. Full-stack разработчики, конечно, хороши, но они всегда будут менее оплачиваемы, чем узкоспециализированные программисты. Если вы хотите легко находить работу, то вам нужно быть full-stack разработчиком, но вы должны понимать, что по деньгам вы будете проигрывать, вы будете меньше иметь денег. Потому что вы разнорабочий, вы рядовой, вы из пехоты. Вы не артиллерист, который умеет наводить ракеты точно в цель. Это люди, которые на вес золота. Вы не летчик ас, который один на всю эскадрилью. А вы просто пехота. Вы умеете дрова рубить, окопы рыть, стрелять вперед, бежать назад, бежать вперед. Вы умеете все. И вот вам цена вам как пехоте. Вас будут использовать... В общем, дешево вы будете стоить, но вы всегда нужны. Не каждому нужен летчик ас. Нет у нас самолетов. Сиди на пенсии. Мы не летаем. Мы только окопы роем и наступаем пешком. И у нас только копья и саперные лопатки. Все, летчик ас на пенсии сидит и ждет, может полжизни прождать, пока для него будет задание. Но зато, когда это задание будет, он за это задание получит в 10 раз больше, чем все эти пехотинцы, которые копали окопы. Такое мое отношение к фуллстеку. Дальше вопрос. Тут пролистнули мы. Я программист и пытался жене помочь освоить программирование. Она потратила год и бросила. Она не нашла интереса, год продержалась на дисциплине. Есть ли какие-то советы, как найти интерес для нее? Прикольный вопрос. Я думаю, что если отойти от гендерной повестки в этом вопросе и считать, что просто некий человек, которого вы пытались целый год втянуть в программирование, и человек старался, но не получилось, я думаю, что во многом это определяется вашим умением поставить цель. Это как с детьми. У меня даже есть статья на блоге о том, как, мне кажется, правильно можно было бы заставить или научить ребенка программировать. И я там говорю, что главная задача учителя или родителя – это найти интересную цель. Показать, что получится в итоге после того, как этот ребенок или ваша жена или какой-то ваш друг, после того, как он научится писать на Python. У него не должно быть цели «я стану хорошим Python-программистом». Эта цель неосязаемая и неинтересная. Вы должны поставить какую-то осязаемую цель.
У меня всегда она была, когда я учил программирование, мне хотелось сделать какую-то игрушку на компьютере. В те времена, когда я был еще ребенком, игрушек было мало очень на компьютере и на экране компьютера. И было интересно очень сделать что-то свое, какую-то свою игру. И это возбуждало интерес, потому что никто не знает, как это сделать. Это задача с многими неизвестными. Ну и в эту сторону движение, конечно, было активное. В создание того, чего никто не видел. В некое творчество. Я не знаю, поставили ли вы цель так жене, сказали ли вы ей, что будет на выходе после того, как она станет программистом. То ли она сделает новую языковую модель, то ли она сделает какого-то чат-бота, который сумеет разговаривать как мужчина, как женщина, то ли она сделает какую-нибудь компьютерную игру, например. Нужно суметь сформулировать эту цель. А если вы еще и внимательный наставник, то вам нужно формулировать цели. Вам нужно двигаться по цепочке целей. 1, 2, 3 и думать о том, как сделать так, чтобы каждая следующая была сложнее предыдущей, но не суперсложная, чтобы человек не потерял интерес. Ну, надо этим заниматься, в общем. Вы должны были сидеть рядом и внимательно следить за этим саморазвитием, не саморазвитием, а развитием человека, раз саморазвитие не случилось. Если человек сам не увидел для себя эту цепочку целей, идущую дальше, дальше, дальше. Ну, а если вернуть обратно гендерную повестку в вопрос, то, может быть, просто это ей не интересно по дизайну. Вот она не хочет этим заниматься. Ну, есть вещи, которые, может быть, вашей жене или женщинам вообще, ну, как-то менее склонны они к этому, менее интересны, больше им хочется. Может быть, она вообще экстраверт, может быть, она не хочет сидеть за компьютером часами, а хочет, не знаю, рисовать картины, не знаю, следить за садом, заниматься... Может быть, людьми, работать с людьми больше. Может быть, врачом бы она стала. Ну, масса других профессий. Я бы не стал насиловать в этой области человека. Так, следующий вопрос. Живу в Польше, с удовольствием смотрю. Меня смотрит человек, хотя использую исключительно Python. То есть, да, я на Python не умею программировать, к сожалению. Ну, я пробовал, у меня есть, конечно, несколько каких-то там скриптов, которые на Python, но ничего серьезного я не написал. Тут говорят спасибо, окей. Это не вопрос, это просто спасибо, но про Python мы прошлись. Следующий вопрос. Работаю над Python библиотекой, все время стою на месте из-за перфекционизма. Постоянно рефакторю, улучшаю документацию, но никак не доходят руки до написания функционала. Как избавиться от этого? У меня та же проблема. У меня такая же точная история, этот перфекционизм, я себя бью по рукам. Но вот если мне не бить себя по рукам, то я буду только сидеть и прилизывать, вычесывать давно уже сделанное. Это доставляет массу удовольствия, творчества, делаешь еще лучше, добавляешь документацию, рефакторишь, переформатируешь. Это прокрастинация, мне кажется, в чистом виде. Вы вместо того, чтобы двигаться вперед, вы создаете иллюзию прогресса для себя. Вам кажется, что вы продуктивно занимаетесь чем-то продуктивным, но продуктивности в этом мало, потому что вы лентяйничаете в этот момент, как и я. Я сам себе это говорю, что ты лентяй в этот момент. Ты просто выбрал себе удобное, легкое занятие, которое выглядит как работа. И ты делаешь вид сам для себя, оправдание такое нашел, и для себя сам иллюзию рисуешь, что ты, мол, активно к цели двигаешься. Остановитесь, я себе так говорю, отложите в сторону, запишите где-нибудь, что я займусь обязательно этим рефакторингом в свободное от работы время. Но каждый раз, по крайней мере, я так для себя делаю, каждое утро старайтесь с утра выбирать какую-то сложную, тяжелую задачу, которую вам не особо лежит, не кажется вам, что легко пойдет. Вечером я не могу этим заниматься, я вечером могу только вот какой-нибудь рефакторинг, там ерунду какую-то делать. Но что-то тяжелое только с утра. И каждое утро я стараюсь в рабочий день ставить себе какую-то задачку такую, чтобы она была именно про функционал, как вы говорите. Разбейте просто свое рабочее время на порции. В какое-то время, в какие-то интервалы времени вы можете делать этот ваш рефакторинг и вот это причесывание. А в какое-то вы прям знаете, что это вот для задач сложных, то есть для функционала, для прохода вперед. Пробежали 5 шагов, потом сидим, причесываемся, окапываемся, не знаю, там, волосы поправляем, перышки чистим. Потом опять сосредоточились и опять резкий проход вперед. Пробежали вперед по функционалу, сделали какие-то сложные вещи и опять остановились и релакс. Разделите время. Следующий вопрос. Какое у тебя сейчас оборудование? Ноут, смартфон?
может ПК с док-станциями. У меня из оборудования только мой ноут и мой телефон. Вот и все. Ну и камера, на которую я вам сейчас рассказываю. Камера у меня Canon отдельная, это не телефон. А так телефон у меня iPhone 15 и MacBook у меня M2 Pro, по-моему, Max, там что-то такое. Но память у него не максимум, а 32. Но вообще он дорогой. Я так как-то много за него заплатил. Я его еще в Китае купил. Оказалось, это дешевле, чем в Москве. Я его привез из Китая в прошлом году. Ну, пока он меня устраивает. Только экран в совершенно отвратительном состоянии. Я не понимаю, что с этими макбуками. Я ничего с ним не делаю плохого, но он от этих вот закрытий и открытий, сама поверхность экрана, она вся в каких-то пятнах, каких-то, как будто бы ее чем-то механическим повредили. И это не стереть, хотя при этом у них айпады, вроде бы тот же экран, казалось бы, но iPad, он у меня больше, чем этот MacBook, но он абсолютно идеальный. Экран у него. iPhone точно так же, абсолютно идеальный. А вот в MacBook экран пришел в негодность меньше, чем за год. Вот и все оборудование. Я не люблю никакие док-станции, отдельные мониторы, домашние компьютеры. Мне кажется, это все какая-то из прошлого история. Я думаю, что современный программист это только ноут и все. Без всяких, даже без мышек, без клавиатуры. Это человек, работающий на коленях всегда. Всегда можно открыть компьютер в кафе и на нем поработать. Всегда. И я очень люблю это делать. Мне работать в кафе куда комфортнее, чем дома, чем в офисе, чем где угодно. А самое комфортное в самолете. Не знаю почему, но в самолете у меня самая высокая продуктивность. Потому что, может быть, условия максимально такие сжатые, концентрированные. У меня блоги получается писать в самолете, код получается. К сожалению, интернета только нет, а так бы я там был. И поэтому возить с собой док-станцию уже не будешь, и мышку с собой не будешь доставать. Надо привыкать всегда работать на одном устройстве в том виде, в каком оно вам в руки досталось, без расширений. Это мой такой взгляд. Так, вопрос дальше. О чем был, по вашему мнению, короткометражный фильм «Горячий камень»? Ну, это вопрос такой, ответа я вам не дам, потому что это хаос, искусство, попытка сделать что-то абстрактное, каждый должен найти что-то свое. Не скажу. Могу я на один вопрос не ответить. Следующий вопрос. Планируешь ли получать российское гражданство после того, как закончится украинский загранпаспорт? Так, у нас политика ворвалась в чат. Я думаю, что украинский загранпаспорт, который у меня заканчивается в 2027 году, я приеду продлять в Киев. Я думаю, что в этот момент это будет уже территория Российской Федерации, и это будет несложно. Или это будет территория... Окей, не Российской Федерации, это будет территория государства, которая дружественна Российской Федерации. И там можно будет туда въехать, и можно будет продлить паспорт, и никакой проблемы с этим не будет. Сейчас, конечно, я этого сделать не могу, я и влететь туда не могу, потому что думаю, что это плохо кончится. И обратно влетать тоже крайне сложно. Сейчас пересекать границу России – это супер большие проблемы. В Шереметьево в аэропорту огромные очереди, люди сидят по 2-3 суток в аэропорту, и ждут просто прохода через турникет. Ждут там опроса, допроса, на котором им задают самые странные вопросы. Я проходил эту процедуру раз 15 точно. И каждый раз эти вопросы все заново задаются, и ты за них отвечаешь. Они очень унизительные. Тебя просят показать твой мобильный телефон, листают твою переписку в Телеграме, в WhatsApp, пытаются найти по ключевым словам, там, вбивают слово «Путин», слово «война», и смотрят, что ты писал, кому ты что отвечал, и ты на это все смотришь, сидишь, это все при тебе. Это еще хорошо при тебе, если ты попросишь, чтобы было при тебе, а то бывает и забирают телефон, уходят, что они там читают, не знаю. Все это отвратительно, конечно, проходить через эти процедуры, и многих людей заворачивают. И я эти истории там видел в аэропорту, когда прилетает муж с женой, и жену не пропускают, а мужа пропускают. В общем, это все ужасно, то, что сейчас происходит. Но я думаю, что это все кончится в ближайшее время. Я на это делаю ставку. И как-то все успокоится. Эта вся война войдет в такую фазу, замрет и остановится на какой-то точке. И будет перемирие. И после этого можно будет спокойно продлить загранпаспорт. Вот так я вам отвечу на ваш вопрос. Следующий вопрос... Так,
пишут мне, как ты справляешься? Человек говорит, что Глеб пишет, что он начал в моем стиле спорить и дискутировать, и в итоге все отвернулись. Ну, а что? А в каком стиле я спорю и дискутирую, что от вас отвернулись? Я стараюсь спорить поменьше, потому что тут вопрос Глеб задает, как ты справляешься. Я стараюсь спорить поменьше, особенно на работе. Хотя это получается тяжело, и я даже не понимаю зачастую, в какой момент нужно что сказать, чтобы люди не отвернулись. Я не знаю, в чем. Как будто бы, если будешь за дело болеть, если будешь по сути спорить, то ты всех обижаешь, потому что люди по сути не спорят. Для большинства людей спор – это чисто эмоциональная игра, это обмен энергией, это взаимное поглаживание. И если ты людей выводишь на конструктив, то ты как бы в холодный душ их помещаешь. Ты вместо того, чтобы дать им то, что они хотят, а именно улыбнуться, посмотреть, понюхать их, как животные делают. Подойти слева, подойти справа, здесь понюхал, там лизнул, там потрогал лапкой. И уже как бы и договорились. Это вот так большинство споров и диалогов должны проходить на работе, в современном менеджменте. А когда я пытаюсь вывести людей на конструктив и сказать, да ты в документе оформи свое мнение и пришли мне. Не нужно меня нюхать, не нужно вокруг меня ходить. Ты напиши в документе в 3 абзацах, собери свои мозги инженерные и напиши, что ты думаешь. И пришли, а я тебе в ответ напишу тоже имейл или документ сделаю, в котором дам конструктивные ответы по твоему мнению. То все, это обида на всю жизнь. То есть я его унизил так, что показал, что все, что он наработал за жизнь, все его навыки, вот этого вся эта социальная жижа, которую он принес ко мне ведром и готов вылить на меня, она мне не нужна, я отказываюсь от этого. Я его вижу как функцию, как робота. Ты вот пиши свои мнения, и если там будет что-то интересное, то значит ты чего-то стоишь. А если там ничего нет, то ты ничего не стоишь, ты ноль вообще в этой коммуникации. Но это, конечно, супер унизительно для людей. Я стараюсь так не делать. Я стараюсь не переходить на конструктив, а стараюсь вот в эти вот танцы играть и слушать внимательно, когда он ерунду какую-то рассказывает 10 минут подряд. Сидишь, киваешь, сидишь, слушаешь. Ну, стараешься думать о чем-то другом. Я уже рассказывал, что нужно стараться общаться так с людьми, как будто вы находитесь в сумасшедшем доме. Представьте себе, что с вами разговаривает сумасшедший, ума лишенный. Он не совсем псих такой, который на вас бросается, но он не в себе, у него другое в голове. Он не может логично мыслить. Не ожидайте от него этого. И вот вам с ним нужно договориться о том, какой дизайн будет в вашем приложении, какие Java-классы будут. Ну, аккуратнее с ним. Разговаривайте, но смотрите на него так, как на пациента в психбольнице. И когда он вам начнет грубить, например, то вы не обращайте на это внимание лично, а так просто поймите, что грубит вам шизофреник. Ну, что будете делать? Ну, не будете же вы бросаться на него за это. Воспринимайте все такие странное поведение от людей, его такой неконструктив от людей, как просто проявление их определенной степени невменяемости. Тогда вам полегче будет. Может быть, от вас тогда и не отвернется никто, потому что они будут видеть в вас улыбку, видеть в вас доброе настроение, видеть в вас желание общаться, желание дружить, уважать их мнение, которое ничего не стоит, но тем не менее вы его уважаете, которое они даже выразить не могут, потому что у них нет квалификации для этого. Он написать не может то, что он думает. Не способен. Вот у меня ровно был случай сегодня на работе. Без имен, без фактов, но случай реальный. Прямо сегодня утром присылают документ уже 4-й раз подряд. Документ, который в PowerPoint сделан. Документ, рассказывающий о том, о чем будет проект. Это 10 страниц. Ну, представляете, что такое PowerPoint? Это каждая страница какие-то куски текста, какие-то диаграммы, какие-то графики. Все это перепутано. Текст не связанный. Все в разных цветах. Где-то жирное, где-то курсивом. Все разные шрифты. Ну, полная каша. И мне говорят, как вот ты этот проект, что про него думаешь, одобряешь или нет? Я говорю, я не понимаю. И у меня нет сил это читать. Я не могу расшифровывать то, что вы написали, то, что вы нарисовали. Они говорят, как расшифровывать? Что тебе не ясно, они спрашивают. Давай созвонимся, мы тебе поговорим с тобой, расскажем тебе на звонке, на встрече. То есть они пытаются погладить меня, понюхать меня, лапкой меня потрогать.
В итоге я им сказал, это уже 4-й раз. Первый раз было совсем кошмарно, это уже 4-й раз. То есть время идет, они продолжают меня использовать на это ревью. А я все никак не могу понять, что там написано в документе. Просто я не хочу это читать, я не хочу понимать страницу, в которой 6 разных цветов используются. Вот они прислали диаграмму, и там, не знаю, 8 квадратиков. Они соединены стрелочками. И 6 цветов используются. 8 квадратиков и 6 разных цветов. Я у него спрашиваю, почему вот этот файл, один из компонентов, зеленым цветом? В чем здесь смысл? Они в чем они говорят? Нам нравится зеленый цвет. Он просто разукрасил свою диаграмму. В голове у него такая же каша, и он разукрасил разными цветами. Он не знает, что такое технический язык передачи информации. Он диаграмму рисует разными цветами. Потому что зеленый красивый, синий тоже красивый. Есть же в PowerPoint такие фичи. Вот давайте их использовать. Я ему говорю, монохромное мне все сделай, убери цвета. И вообще прочитай ГОСТ какой-нибудь по оформлению документации. Все шрифты одинаковые должны быть, одного размера на всех страницах. Не нужно отступы менять, не нужно форматировать по-разному. В общем, это отдельная история. И в конце я ему говорю, сегодня это было. Я говорю, ребята, давайте проще сделаем. Вы напишите, о чем ваш проект в одном документе на полстранички. Просто на русском языке, даже не на английском. На русском языке напишите мне 4 абзаца текста о том, что в вашем документе. Они мне знаете, что сказали? Он говорит, Егор, не издевайся. Мы не сможем этого сделать. Вот такой ответ. Они не могут сформулировать свои мысли на 4 абзаца. Просто не издевайся. Они просто посчитали, что я действительно издеваюсь. Вот на мое такое предложение был такой ответ. Что с этим делать? Наверное, они про меня плохо думают теперь. За то, что я издеваюсь над ними. За то, что я предложил им из этой каши всей убрать ее на время и написать мне простым понятным языком. Я попытался вывести их на конструктив и получил дословно. Егор, не издевайся. Так что, не знаю, у меня нет ответа на ваш вопрос. Следующий вопрос. Какими принципами должен руководствоваться руководитель, особенно руководитель нескольких команд, когда в подчинении 20 плюс человек? Какими принципами? Главный принцип – это принцип неравенства. Вы должны в своей команде утвердить принцип объективного неравенства. Вы должны так сделать, чтобы люди были не равны друг другу, а ценились по-разному в зависимости от их разного вклада в общее дело. Должно быть неравенство, должно быть, дискриминация. Дискриминация в хорошем смысле. Вы должны дискриминировать, то есть отделять мух от котлет. Вы должны отделять качественных девелоперов, или не то что качественных, а эффективных от неэффективных. И если вы это умеете делать, вы хороший руководитель. Я про это говорил много-много раз, повторяюсь. Это главный принцип. Как вы это сделаете? Как вы это неравенство добьетесь, этого неравенства? Это по ситуации смотрите. Где-то это можно сделать легче, если вы, допустим, владелец команды и все ресурсы в ваших руках. А где-то это сделать невозможно, если вы, допустим, просто поставленный менеджер, и над вами стоит целая вертикаль власти, которая требует, чтобы было равенство. Требует или требует, чтобы были другие принципы равенства, неравенства, не те, которые вам кажутся разумными. Допустим, вышестоящее руководство сказало, что мы будем, например, по возрасту оценивать. Кто старше, тот больше денег получает. Кто младше, тот меньше получает. Вот у нас такая политика всей нашей многосоттысячной компании, например, крупной, или государства вообще. Кто старше, тот умнее. Значит, такой принцип у нас. Можете ли вы что-то сделать по-своему? Вы можете какой-то свой принцип на это наложить? Будет сложно. И, вероятно, в такой ситуации у вас не получится никакой другой дискриминации ввести, кроме этой бестолковой, которая опирается только на возрастной критерий. Следующий вопрос. Как думаешь, что принципы ООП могут быть более 4 по типу обмен сообщениями и переиспользования? В ООП много принципов. И я думаю, что 4 это мало. Я бы в ООП имел бы больше принципов на подумать. Вы приходите ко мне на лекцию про ООП, на лекции. И там мы можем это повнимательнее обсудить. Или я, может быть, вопрос не до конца понял. Следующий вопрос. В компаниях с интеллектуальной собственностью сидит 5 гениев, а остальные 1000 человек являются прислугой. В таких компаниях не получишь хорошего рабочего опыта младшему сотруднику. Что думаешь?
Ну, я думаю, что я не очень верю в гениев, я вам так скажу. Мой опыт общения с гениями показал, что они никакие не гении. Более того, они обычно думают, что они гении, потому что 10 лет назад или 20 лет назад у них что-то получилось сделать. И после этого они почивают на лаврах. Это то, что я вижу, обычно происходит, особенно в той картине реальности, которую вы описали. 5 человек вокруг 1000. Это, скорее всего, 5 человек супер высокооплачиваемых, таких офисных скуфов, как можно их назвать, которые плотно уселись своими большими попами на корпоративные стулья и оттягивают на себя большинство ресурсов и не пускают никого к своим достижениям, которые были ими получены 20 лет назад, когда действительно, да, они старались и что-то смогли сделать. Но я в таких ребят не верю. Я больше верю в молодежь. Я верю в тех, кто начинает свой путь. Это люди, которые голодные, резкие, энергичные, злые. Вот на них я бы делал ставку. А на этих, вот вы спрашиваете, как получить хороший рабочий опыт. Ну, я бы в такой компании проигнорировал бы ситуацию, которая происходит, и строил бы свою карьеру, используя просто ресурсы компании. Компания вам платит зарплату, компания с вами не расстается, ну и стройте свое что-то внутри компании для компании пока. Потом вы пойдете в другую компанию, там будете продолжать строить. Найдите себя, найдите свой интерес в компьютер сайенс. Создайте что-то, что будет ваше, а не этой компании. Вообще, я говорю это каждый раз. Не работайте на компанию, пусть компания работает на вас. Не нужно на этих капиталистов трудиться. Ну, черт с ними. Это просто, сидят на нашей шее и за наш счет богатеют. Ну, не ассоциируйте себя с компанией. Не считайте, что вы должны компании что-то. Не считайте себя рабом, которого цепью прикрепили и заставляют программировать. Не нужно программировать то, что вам говорят. Программируйте то, что вы считаете нужным. И если это не совпадает одно с другим, то переходите в другой отдел, в другую компанию. Или пытайтесь как-то найти хоть какие-то общие точки соприкосновения. Они от вас хотят, чтобы вы на Java, условно говоря, программировали, а вы считаете, что Python это вот будущее, и вам нравится только Python. Но попытайтесь найти где-то пересечение. Сделайте что-нибудь на Java, что, может быть, поможет вам лучше разобраться в Python. Может быть, сделайте что-то, что на Python, но одновременно оно могло бы быть таким же и на Java. Ищите какие-то точки соприкосновения. Но ни в коем случае не считайте себя рабочим материалом для компании. И вам нужно ходить на работу на 8 утра или на 9, уходить в 5, и вам нужно все это рабочее время отдавать этому работодателю день за днем. Но ни в коем случае. Это совершенно дорога в никуда, абсолютно в никуда. Они работают на вас, они вам дают ресурсы, они вам дают компьютеры, они вам дают интернет, они вам дают темы для исследований, темы для работы. А вы идете вперед по их головам. И если так действовать, то в итоге выиграет и компания тоже. Я это говорю не с целью подорвать в компании, как навредить компаниям, в которых вы работаете. Это пользу вы таким образом принесете больше компаниям, потому что вы будете более замотивированы, более заинтересованы. Во всем будет лучше. Так, я посмотрю вопросы на ВК. Я вижу, что у нас на ВК нас тоже смотрят. 17 человек. Это, конечно, в 10 раз меньше, чем на YouTube. Почти, но тем не менее. Вопрос. Есть ли вам что сказать по поводу ситуации вокруг IT-компании Wildberries? Да, я говорил пару роликов назад про Wildberries. Мне кажется, что эта история никаким образом я не думаю, что это история бизнеса. Я не думаю, что это я думаю, политика. Я думаю, что просто уничтожаются или напрягаются, или блокируются, вытесняются, скажем так, с рынка всевозможные частные деньги, частные решения, частные группы. Рынкообразующие предприятия типа Яндекса, типа Сбера, типа Wildberries, типа Озона, они должны, как это видят, видимо, те люди, кто у руля страны, они должны управляться государством, они должны быть под контролем государства. Потому что они маркет-образующие, вокруг них тысячи, сотни тысяч людей группируются. И это люди, которые живут в стране. И мы хотим, чтобы у этих людей было все комфортно.
Если на этот Wildberries сделали свои ставки сотни тысяч продавцов или десятки тысяч продавцов и сотни тысяч покупателей, ну как можно оставить это в руках у какой-то группки людей или вообще одного человека, который не сегодня-завтра спакует чемоданы и перелетит в Монако, например, и оттуда будет управлять российским бизнесом? Ну зачем это нужно? Вот по большому счету подумайте. Давайте лучше заберем, и пускай это будет народное достояние. Пусть этим управляют, это для людей, люди пусть управляют. Да, у них поначалу получилось это построить. Ну, спасибо вам. Но теперь это наше. Теперь это мы строили это вместе. Это же не то, что один человек строил своим личным трудом, построил всю компанию. Первые 10 шагов сделал сам лично один или два, или группа людей. Первый год или первые 2. Но остальное все время, это же люди вкладывались туда. Люди же помогали росту этой платформы. Возьмите Твиттер американский. Это история с этим Твиттером и с блокировкой Трампа на Твиттере. И Твиттер заявляет: мы частная компания, мы сами блокируем кого хотим. Вы были частной компанией 20 лет назад, когда у вас было 10 тысяч пользователей. Вот тогда вы могли блокировать кого хотите. Но потом, следующие 20 лет, мы строили вас. Я, например, писал твиты в этот Твиттер. Заходил туда, постил туда контент, участвовал в развитии вашей платформы. И так делали миллионы людей. Мы все вместе в вас вложились, а теперь вы такие из одной точки, из одного кабинета, а давайте мы заблокируем американского президента. А давайте мы у вас заберем эту платформу. Вот я так считаю. Мы, как большинство, заберем просто, и будет это наша платформа, а вы будете менеджерами этой платформы. Вы вложили в ее создание. Мы вам дадим, конечно, какой-то там микропроцент от этого всего. Пенсию будем вам платить. Вы с голоду не умрете. Но не нужно рынок качать потенциально раскачивать своими частными интересами. Следующий вопрос. То есть я за то, чтобы Wildberries забрали его, и убрали всю эту частную, вообще все эти частные лавочки прикрыли, если они такие крупные. Я за то, чтобы там был контролирующий пакет или контроль был у государства, у всех рынкообразующих предприятий. Думаю, что так правильно. Следующий вопрос. Вы уедете из страны, если дальше будет хуже, например, в Китай. Я, к слову, хуже здесь имею претензию, насколько хуже. Но если уехать в Китай, то там еще хуже сейчас. Я там был и не один раз, там хуже. Там трудно жить, как по мне. Мне, вот человеку, прожившему не один год в Америке, не один год в Европе, не один год в Украине, не один год в России. Я в Китае суммарно прожил, наверное, больше полугода уже за последние 5 лет. Там некомфортно. Я бы туда не ехал. Если здесь станет хуже, хуже в каком смысле? Я вижу хуже только в одном. Вот только одно может стать хуже, если мне заблокируют VPN. Вот если VPN перестанет работать здесь, в Москве, и я не смогу больше попасть на Википедию, и не смогу больше на Twitter попасть, и не смогу больше попасть на GitHub, вот это будет хуже, да. Вот в этом случае я всерьез задумаюсь о том, где мне жить. И может быть тогда... и даже в этом случае я думаю, что те плюсы, которые я получаю от жизни в России, опять же в сравнении с Америкой, Европой, они, может быть, даже и не перевесят эти плюсы, перевесят даже то, что у меня будет интернет не работать. Но не думаю. Я все-таки думаю, что для меня GitHub важнее, чем Родина. Вот так вот. Я шучу, конечно, но в этой шутке есть доля правды. Надеюсь, этого не случится. Я абсолютно убежден, что этого не случится. Я думаю, что технически мы выходим сейчас уже из такого дурацкого противостояния в сфере технологий и возвращаемся плавно, потихоньку в мир, где политика будет в одной каше вариться, а технология, она будет независимо от политики. То есть нас не будут блокировать, нам не будут запрещать гитхабы, нам не будут запрещать VPN, нас оставят в покое. А политики пусть воюют на своих информационных фронтах. Пусть они там блокируют СМИ, пусть они блокируют телевизионные каналы, пусть они выходят с флагами на улицы. Это все для масс. Но элиту техническую, технологическую не будут трогать. И я вижу, как потихоньку уже сейчас мы вроде бы разворачиваемся в сторону снижения этого давления. Как-то мы прошли, мне кажется, пиковую точку, и сейчас идет на расслабление.
Так, интересна ли вам платформа Рутюб? Ну, хорошая платформа, просто решили выбрать ВК, потому что на 3 платформы стримить это уже многовато, поэтому будет ВК. Смотрели фильм Дудя «Техас. Новое место силы в Америке. Америка. Великая снова». Техас на самом деле интересное место, и вроде бы говорят, что... Ну, я не был там, вот я не был в Техасе совсем, но у меня там несколько знакомых живут, с которыми я на связи, американцев, и они говорят, что, мол, Техас это хорошо, но я даже не знаю, Америка великая снова. Америка великая однозначно, Америка при всех прочих равных, Америка на 3 головы впереди всех стран. На 3 головы. И сравнивать даже смешно. И речь идет в основном о людях. Это даже не вопрос танков, не вопрос ракет, не вопрос денег этих долларов, не вопрос культуры, а вопрос людей. И люди, самый ценный интеллектуальный потенциал планеты, он сосредоточен в Америке. Посмотрите просто статистически, кто коммитит на GitHub. Кто постит ответы на Stack Overflow. Посмотрите любой сервер, касающийся программистов. Везде Америка 60% всего остального. А дальше идут какие-то там другие страны. Всякие Германии, Индии, Китай, где-то там в загоне, Россия, там какие-то 0,5%. Основная масса технологического потенциала, то есть людей, мозгов, она сконцентрирована в Америке. И это... они на 3 головы впереди нас, они на порядок, а то и даже на порядки, может быть, где-то. Может быть, в 100 раз они крупнее, чем все остальные. Просто Америка просто как центр действительно мира в области технологий. Сможет ли какой-нибудь Китай их догнать? Долго. 50 лет для этого нужно. А Америка же будет сопротивляться. Она же это так просто не отставит. Она же продолжает эту политику воинственности внешней, которая приводит к эмиграции, приводит к оттоку кадров из, например, Китая, из, например, Москвы, из, например, Киева в сторону того же Техаса. И это продолжается. И чем больше мы воюем, чем больше мы тут добиваемся справедливости на поле боя, тем меньше у нас остается людей, которые способны думать. Тем больше у нас остается людей, которые способны только к ручному труду, к физическому труду, к несложному труду. Нам бы прекратить заниматься любыми видами агрессии, что ли. Но нас втянули, как я это понимаю, я имею в виду, например, украинцев, втянули в войну, или, например, русских. Нас просто втянули, русских, украинцев, Россию и Украину, так назовем. Белоруссию сейчас еще туда же могут втянуть, Тайвань могут втянуть, Китай. Нас втягивают в эти конфликты, Ближний Восток. Все это добавляет нестабильности, которая приводит к оттоку кадров в Америку. Выигрывает, конечно, Америка. Конечно, это очень выгодно для нее. И она празднует победу сейчас. Несмотря ни на что. Всякие кризисы, финансовые, доллары. Это все ничто по сравнению с людьми. Ведь цивилизация это же люди. Это не танки, это не компьютеры. Это не интернет, это люди. Это интеллект в головах людей. Это знания, передающиеся из поколения в поколение. Этим ценна цивилизация. Этим мы отличаемся от отсутствия цивилизации. Если взять голую планету, пустую, или, допустим, планету, которой 10 тысяч лет по возрасту назад, и планету сейчас, то отличие будет ключевое только в интеллекте людей, который накоплен, такой кумулятивный групповой интеллект. И этот интеллект сконцентрирован в Техасе. А на нашей территории его мало, крайне мало, по сравнению с ними. Вот за это нужно бороться. Нужно бороться за возврат, или за хотя бы остановку оттока талантов. Так, еще несколько вопросов, и мы заканчиваем. Какую модель ветвления в Git предпочитаешь? Gitflow, Trunk-based или что-то свое? Gitflow, да, я использую Gitflow, хотя, мне кажется, Trunk-based это вы имеете в виду все коммитят в один поток? Нет, мы Gitflow используем, у нас для каждой фичи свой бранч, и дальше эти бранчи мержатся в основной бранч. Так. Угу. Сможешь сформулировать, эти вопросы мне нравятся, сможешь сформулировать второй закон Ньютона, или Ньютона, да? Ньютона, да. Наверное, нет, но я думаю, что если я его прочту, то я вспомню. Так я просто путаюсь, там первый, второй, я вам сейчас скажу, а вы будете смеяться, поэтому нет, не смогу.
Так, еще вопрос. Есть много разного уникального оборудования в замкнутой системе. Назовем это домом, которое присылает сигналы. Требуется писать обработчики для каждого устройства, на что посмотреть. Вопрос хороший, архитектурный. Я бы в целом всегда старался смотреть на архитектуру, в которой вы можете собрать воедино большое количество мелких модулей, каждый из которых отвечает за свою небольшую функцию. Тогда будет и дизайн удобно делать, и тестировать их удобно, и развертывать их удобно. Старайтесь делать так, чтобы у вас каждое, например, в вашем случае, каждое устройство обрабатывалось бы одним небольшим модулем, который только этим умеет заниматься. Обрабатывает устройство, складывает куда-то результат своей обработки. Куда он складывает? Куда-то, где кто-то другой, такой же модуль, подобный, может этот результат прочитать. Например, в какую-то шину обмена информацией, в какую-нибудь очередь ивентов, в какой-нибудь нотификационный пул. Куда-то, где другие модули будут. Кто-то называет это, я слышал такое архитектурное вроде бы название, Swarm architecture, это такой, swarm это рой, то есть когда, как будто бы улей такой, рой из микромодулей. Это могут быть классы, это могут быть скрипты. Главное, чтобы между ними был понятный протокол. Причем, чтобы они друг о друге не знали. Вот что важно. Чтобы они не понимали, что делают другие. Чтобы они друг с другом не разговаривали. Чтобы они разговаривали через систему хранение какой-то почты, условно говоря. Я письмо опустил, вы письмо из почтового ящика достали. И вот так, в таком формате мы общаемся. Не я к вам пришел в дверь, постучал, вы открыли, и я вам в руки вручил письмо. Это неудобная схема для тестирования, для всего. Лучше, если я опустил в почтовый ящик. Тогда вы меня сможете протестировать, что он на письмо написал. Пусть он опустит еще. Много можно юнит-тестов написать, интеграционных тестов. А потом другой читает это письмо. Это отдельная операция. Вы ему даете какое-то там фейковое письмо и смотрите, как он его читает, как он на него реагирует. Но друг с другом вы их не тестируете. Вам не нужны, так скажем, они друг с другом одновременно для тестирования. Может быть, вы можете интеграционный тест написать, где они будут вдвоем, но это отдельная история, это интеграционное тестирование. А для юнит-тестирования у вас руки развязаны, вы можете тестировать их по отдельности. Так, YouTube еще парочку вопросов, и все, мы уже овертайм. Из всех утюгов поют про Solid, чистую архитектуру, микросервисы и разделение. А в итоге мы получаем монстров, которые жонглируют на велосипеде и играют на органах, жаря стейки. Типа ВК и Яндекс. Ну, вы знаете, сложно создать крупную систему, при этом оставаясь в чистой архитектуре. Вы же понимаете, что вопрос денег и менеджмента, он становится куда более важным, чем архитектурные вопросы. Через буквально пару лет развития какой-либо крупной системы. Появляются люди, каждый со своим мнением, каждый считает свою архитектуру правильной, каждому нужна прибавка к зарплате, а кто-то накодил и уволился, а кто-то наоборот пришел и увольняться не хочет и продолжает мусор какой-то коммитить, и нам нужно этот мусор принимать. Ну и в итоге вы получаете действительно монстра через 10 лет, в котором уже очень много этого легаси, очень много туда сложили того, чего там не должно быть. Ну а выход какой? Вы же с людьми работаете. Это же не роботы. Если бы вы могли с этими людьми работать пожестче, но об этом мы сегодня говорили, что будет, если с ними работать пожестче. Они обижаются, они плачут, они страдают. А кто хочет, чтобы в их команде кто-то плакал? Все хотят, чтобы все улыбались. А чтобы все улыбались, мы должны принимать какой угодно код. Мы должны идти на компромиссы. Мы должны соглашаться, что да, этот вот Вася, то, что он нарисовал, это действительно архитектура. Хотя мы понимаем, что Васю-то по-хорошему в водопроводчике дисквалифицировать. Вот там ему место. Не нужно, чтобы он больше не рисовал ничего. Не нужно от него Java-код принимать. Ему нужно другое что-то делать. Но нет, он сидит, зараза, не уходит. Все, потому что взяли его уже на собеседование и контракт с ним заключили. И он сидит, и еще более того, он нравится боссу. Потому что босс его любит, потому что они вместе ужинать ходят. И у них общая баскетбольная команда. Все, вот он будет ломать нашу архитектуру.
Я не знаю, как из этого выбраться. Видимо, это неизбежно. Видимо, мы должны иметь такие монстровидные системы в итоге и как-то с ними сосуществовать и в них продолжать коммитить. Так, все, последний вопрос, ребята, и мы заканчиваем. Сори, время подошло к концу. Так, два вопроса. Первый. Сколько времени тратите в день на просмотр Reels? К сожалению, я действительно смотрю эти Reels, Instagram смотрю и YouTube смотрю. Ну, наверное, суммарно, может быть, минут 10-15. Вот такое общее время. Но я бы хотел его до нуля сократить, но у меня не получается. И не потому, что я так зависим от этого, а мне все-таки кажется, что это не очень вредно вот, в таком количестве. Потому что в курсе дел пребываешь. Потому что в этих рилсах это, собственно, как сказать, соль народа, который меня окружает. Люди туда выкладывают то, что насущно, то, что болит, то, что сейчас, то, что актуально. И вместо новостей, которые я читаю куда реже, чем смотрю рилсы, лучше смотреть, видимо, то, что снимают люди на свои мобильные телефоны и то, что прямо сейчас происходит. Очень много интересного там можно увидеть, ну и просто как развлечение. Ну, это минут 15 в день, может быть, ну, не больше 15. Вот, и второй вопрос. Вы не верите в гениев, а Линус Торвальдс, он гений. Ну, я не верю в гениев, но Линус Торвальдс это другое. Я думаю. Ну, безусловно, он, конечно, мне кажется, что да, он гений, он, конечно, сделал и продолжает делать. Не просто сделал, он продолжает делать. От него идут коммиты каждый день в течение уже последних 40 лет. Но это человек... Я думаю, что он не один такой. Конечно, это просто мы знаем его имя, но их таких людей немало, кто продолжает контрибьютить в тот же Linux, продолжает писать крупные системы и получает от этого удовольствие и приносит большую очень пользу обществу. Я просто против веры в гениев, против их обожествления, против того, чтобы мы из них делали священных коров каких-то и считали бы, что благодаря именно им все случилось, что благодаря именно Линусу, этому Торвальдсу, вот Linux стал такой системой. Это далеко не так. Это далеко не так. Там сотни людей участвовали, тысячи людей, которые... Он, безусловно, сыграл свою роль, но не нужно из него делать центральную фигуру. Такую настолько центральную, чтобы мы не закрывали глаза на все остальное и думали, что либо мы станем такими же, вот каждый из вас, либо мы ничтожество. Вот это совершенно вредная психология. Не нужно думать, что вы никто, а какие-то гении, какой-то Илон Маск или какой-то Линус, это вот все. Это люди, которые Бога за бороду поймали. Это совершенно вредная психология, которую нам насаждают. Хотят люди, чтобы мы так думали, особенно в западном обществе. Это философия или как бы идеология суперзвезды, супергероя, Человек-паук и там какие-то еще айронмены. Все эти истории и фильмы, и сказки про суперчеловека, про супергероя, они именно во многом очень способствуют тому, чтобы люди о себе имели очень заниженное мнение. И считали, что они этого многого недостойны. Они недостойны яхт, пароходов, богатой жизни. Этого достойны какие-то другие люди, которые примерно как Человек-паук. У них какие-то суперспособности, типа Илона Маска. Это какой-то суперзвезда. Только он умеет смотреть в небо и видеть там чудо. А все остальные мы вот ползаем по земле, и поэтому нам достаточно нашей зарплаты, достаточно наших небольших денег, ипотеки на 25 лет. Это наша судьба, и большего у нас не получится, потому что мы же не Илон Маск, мы же не Билл Гейтс, мы же не те. Вот против этого я. Совершенно так мыслить не нужно. Это люди, которых искусственно их ценность завысили, искусственно преувеличили их влияние на общий результат. Все. На этом все. Спасибо большое, что пришли. Очень ценно. Рад вас видеть, как всегда. И увидимся через